Добрый день, дорогие пекари! На моем канале очень много разнообразных рецептов хлеба со всякими добавками, экзотических, из других стран, самых интересных и необычных. Но при этом я поймала себя на мысли, что я забыла об обычных, наших, привычных хлебных кирпичиках, белых, серых, черных. Я решила сделать такой хлеб, тем более, что в детстве я очень любила серый хлеб, обычный, формовой. И это серый кирпичик, самый классический, вкусный, такой домашний из детства, к которому мы привыкли. И сегодня мы с вами будем его делать. Сегодня сделаем классический формовой хлеб-кирпичик из второго сорта муки, потому что я хочу, чтобы кирпичик был серенький. Серый хлеб вообще всегда любила с самого детства, и сегодня я буду делать его из второго сорта муки. Это марка Уладар, это белорусская мука, я ее купила по рекомендации моих подписчиков из Telegram. Так что пишите, какие у вас есть марки любимые, либо нелюбимые, я тоже буду их пробовать и рассказывать вам о результатах. Что нужно сделать? Как всегда, в пшеничном хлебе лучше использовать холодную либо ледяную воду. Вот здесь у меня кубики льда, залитые водой, и в итоге я получаю ледяную воду. И, конечно же, мы будем использовать закваску. Немножечко она у меня уже просела и пошла пенкой, была повыше. То здесь я ее поймала уже на этапе опадания, но я решила ее не обновлять еще раз, а пустить сразу в замес. 150 граммов закваски, 250 граммов ледяной воды. Чтобы закваска равномернее разошлась в тесте, можно размешать. Делаю я это датским венчиком. Очень удобный инструмент. Как для размешивания, так и для замеса жидкого либо вязкого теста. И добавляем муку второго сорта, 400 граммов. Что такое сорта муки? Чем они друг от друга отличаются и как они получаются? Посмотрите, у меня есть сюжет. Если вдруг вы до сих пор не понимаете, что из себя представляет первый, второй сорт, цельнозерновая, обдирная, я все это очень подробно рассказала. И сейчас перемешиваем. Просто руками, либо если у вас есть миксер, тестомес, перемешивайте в миксере. Проще всего первичное смешивание делать вот таким простым методом. Вы погружаете пальцы и пропускаете тесто между пальцами. Смешиваем пару минут просто до увлажнения комка, чтобы не было сухой муки. Тесто на формовой хлеб должно быть довольно плотное. Здесь мы не делаем текучее, нежное тесто. Делаем его плотненьким, либо средней плотности. Не такое тугое, как на пельмени, но и не мягкое, не жидкое. Смотрите, тесто в миске у меня соединилось, но остались внутри вот такие комочки. Сейчас прям несколько движений соединю его на столе. Это был первичный замес, продлился он минуты 3, просто до увлажнения ингредиентов. Дальше накрываю крышкой, оставляю на столе. У меня сейчас плюс 20 на примерно минут 40. Через 40 минут возвращаемся к тесту и добавляем соль. 8 граммов. И теперь нужно провести основной замес теста и вмесить всю соль. Сразу можем собрать к центру теста. После этого вынимаем его на стол. Проводим замес растиранием. Я показывала технику замеса растиранием. Посмотрите у меня в видео, оставлю ссылку в описании. Для этого замеса не нужно катать вот такой валик. Потом поворачивать и катать валик в другую сторону. Я показывала другой замес, когда вы можете непрерывно месить, не скатывая в одном направлении тесто. Смотрите, при замесе соль начинает тянуть влагу, и тесто разделяется на вот такие вот слои. Это нормально. Не обращайте внимания. Нам нужно замесить как раз до того момента, когда мы перестанем чувствовать соль у себя на руках и когда эти пленки перестанут отделяться. Я использую мелкую морскую соль, она очень быстро растворяется и идет быстрый замес. Примерно минут 5 понадобится, не более. При замесе тесто довольно сильно прилипает к рукам. Заметно, что у этой муки слабоватая клейковина. Если вы будете делать более влажное тесто, посмотрите у меня сюжет о том, как укрепить клейковину теста, и можете использовать, например, с этой мукой. На формовой хлеб не нужно слишком сильно перемешивать тесто. Достаточно довести до средней степени развития клейковины. Посмотрите стадии замеса. Там я рассказывала, что это такое. Смазываю пластиковую миску подсолнечным маслом. Это облегчит дальнейшую работу с тестом. И отправляю тесто на брожение. Оставляю его на 45 минут при комнатной температуре. У меня сейчас плюс 21.
Через 45 минут вы еще не видите никакого брожения, оно еще фактически не началось. Тем не менее, обминку делаем круговую. При обминке у нас брожение перераспределяется, то есть очаги брожения, оно начинает идти активнее и перераспределяется газ, когда он уже появился. Сделала активную обминку, округлила тесто, снова уложила, накрываю крышкой. 15 минут дам ему еще при комнатной температуре, после этого убираю в холодильник, у меня там плюс 6 градусов до завтрашнего дня, то есть примерно на 15 часов. Тесто провело у меня 15 часов в холодильнике. Как вы видите, поднялось оно очень слабо. Я сейчас проверила температуру в холодильнике. Оказалось, что у меня там не плюс 6, а плюс 4,5. Это холодновато. И учитывайте, что такая температура может полностью остановить брожение. У меня моего теста брожение идет. Сейчас я вам это покажу. Но идет оно слабовато. Я решила все же не продолжать брожение, а сделать формовку и оставить тесто уже при комнатной температуре. То есть, видите, разрыхленность есть в нижней части, но все равно тесто, конечно, не очень хорошо поднялось. Сейчас я сделаю предформовку, а затем формовку. Зачем делается предформовка? Вот видите, у меня такие неровности еще после обминок остались, после складывания. Чтобы все эти неровности нам снивелировать, нужно сделать предформовку округления. То есть мы подготавливаем тесто к формовке, и тогда после формовки у вас будет равномерная, хорошая буханка хлеба. Пузыри лопаются, то есть газа все-таки тесто набрало, хоть и не так много, как если бы температура была повыше чуть-чуть. Ну, вот есть бугристость на поверхности. Ничего, сейчас подольше сделаю расстойку при комнатной температуре, и все будет хорошо. Сделали округление, сделали более равномерным наш хлеб. Накрываем его миской, оставляем при комнатной температуре минут на 15. Это делается для того, чтобы клейковина, которую мы сейчас растянули при предформовке, снова расслабилась, и она дала нам возможность хорошо сформовать наш хлеб. После отлежки приступаем к формовке. Как я уже сказала, готовим формы, смазываем их антипригарной смазкой. Рецепт у меня есть на канале, посмотрите, ссылку оставлю в описании. И приступаем к формовке. Берем немного муки, припыляем поверхность. Расплющиваем тесто в пласт, еще раз, по сути, дегазируем. Берем вот так вот два уголка и складываем треугольничком. Берем с этой стороны два уголка и складываем треугольничком напротив. Получили такой ромб. Берем от себя и начинаем закручивать. Закрутили. Собственно, все. Мы получили продолговатую заготовку с ровным красивым верхом. Ставим форму, видим, что чуть длиннее. Вот эти хвостики вот так чуть-чуть подворачиваем внутрь и укладываем в форму. Дальше необходимо обязательно накрыть пленкой, чтобы у нас не подсыхала и не заветривалась поверхность теста. Ставим в полиэтиленовый пакет, либо накрываем каким-то кусочком пленки и оставляем на расстойку. Сейчас у меня прохладно, 20 градусов всего в кухне, поэтому расстойка займет примерно от 2 до 3 часов. Здесь тесто у меня половина формы. Я ожидаю, что оно поднимется в 1,5-2 раза, то есть примерно вот до этого уровня. Запоминаем, это будет в 2 раза практически, не доходя где-то около 1,5-2 сантиметров до края. Время у нас вторично, то есть мы о нем помним, но первично уровень подъема теста. Накрываю, оставляю подходить при комнатной температуре. 3 часа расстойки я дала хлебу, смотрите, хоть я и дегазировала, большой пузырь образовался, ну ладно, не буду его трогать. Как я и предполагала, тесто у меня не дошло до верха на 1 примерно палец. Сейчас у меня закипает вода, я поставлю на дно миску с кипятком. Прошло пару минут после снятия пленки, и пузырь опал. Ставлю кипяток на дно, кипятка немножко, граммов 70. И пока пар поднимается, я расскажу вам о режиме выпечки. Выпекать я его буду на 220 градусах с паром первые 15 минут. Нагрев низ и верх. После того, как я уберу через 15 минут пар, я убираю верхний тен нагрев, оставляю только низ, потому что в моей духовке сильно пригорает корочка, если я оставляю верхний тен. И после этого я буду допекать еще около 30-35, может быть 40 минут. Температуру понижу до 200 градусов.
Сейчас у меня время выпечки составило 50 минут в форме. Первые 15 минут было с паром. В принципе, цвет корочек меня устраивает. Я не хочу ничего допекать. 50 минут оказалось вполне достаточно. Я приготовила здесь крахмальный кисель. Это чайная ложка, даже, наверное, не чайная, а половинка чайной ложки картофельного крахмала и немножечко воды на 1,5 минуты в микроволновку. Заваривается и смазываем для глянцевой корочки. Оставляю его остывать, потом разрежем и полюбуемся на его внутренний мир. Хлеб у меня остыл, давайте его разрежем и посмотрим на его мякиш. Замечательный. Вот то, что доктор прописал, что называется. Смотрите, настоящий классический формовой хлеб с серым мякишем, однородный, ровный, без каких-либо уплотнений, без каких-либо излишних разрыхленностей. Прям вот то, что нужно. Ой, пахнет он замечательно, потому что это мука 2-го сорта. Она дает такой яркий пшеничный аромат, почти как цельнозерновой. Очень полезный, красивый и интересный хлеб. Если вы хотите испечь такой хлеб из детства, повторите рецепт, напишите мне о своих впечатлениях. Подписывайтесь на другие мои ресурсы, присоединяйтесь к телеграм-каналу, подписывайтесь на Дзен, чтобы оставаться все время на связи. Ну а мы с вами продолжим печь и испечем еще много всего интересного.